Как из целого криминального района в городе сделать настоящую галерею современного искусства под открытым небом? На что способен творческий союз искусства и бизнеса? Как из ничего создать место притяжения миллионов людей? Интересно? Тогда ставь лайк и смотри до конца этот выпуск. Всем привет! Сегодня мы начинаем еще один блог нашего канала, в котором расскажем вам о культовых и значимых местах граффити и стрит-арта. И начнем мы, пожалуй, с одного из самых известных мест творческой силы, расположенного в солнечном городе Майами, целого арт-района города Wynwood Walls. «70 галерей, 5 музеев, 7 арт-комплексов, 12 студий, 5 выставок искусства и одна из самых больших в мире инсталляций стрит-арта. Воплощение одной из самых больших галерей современного искусства под открытым небом. Один из самых необычных районов города. Арт-район Wynwood Walls является сегодня одной из главных достопримечательностей Майами, благодаря тому, что собрал на своих улицах работы всех без исключения лучших мировых мастеров стрит-арта. Это уникальный и самый необычный музей Майами. Музей современного искусства, расположившийся прямо под открытым небом. Арт-район Wynwood одинаково любим как и гостями города, так и его местными жителями, но так было далеко не всегда. В 90-е Wynwood был красочной иллюстрацией опасного пуэрториканского района, настоящим раем наркоторговцев и наркоманов, полным оружейных разборок, бунтов и заборов с колючей проволокой. Одним словом, жизнь тут кипела, а местные урбанисты, скорее всего, мечтали, чтобы этого района вообще не было на карте города. Так дела продолжались вплоть до 2002 года, пока в город с карающим мечом не ворвалась бурная культурная жизнь в виде проекта Art Basel. Майами стал одним из принимающих городов постоянно перемещающейся экспозиции, что привело к небывалому буму и развитию арт-инфраструктуры. Поначалу в качестве локации Art Basel облюбовал престижный район Miami Design District. Однако, осознав, что аренда рядом с бутиками Hermes и Louis Vuitton это как-то дороговато будет, покинул границы Майами-Бич и направился в районы, которые находились неподалеку, одним из которых был Wynwood. Бизнес в лице городских меценатов, понимая весь потенциал района, постепенно выкупал старые склады и фабрики, превращая их в многочисленные арт-комплексы, галереи, пространства и места для работы творческих команд. В результате это не только трансформировало район, постоянно действующее музейное пространство, но и привлекло массы посетителей, выбирающих Wynwood в качестве места для альтернативного культурного отдыха, где спрос, там появляется и предложение. И Wynwood расцвел ресторанами, барами и кофейнями. Современная история района Wynwood как художественного пространства начинается с Тони Голдмана, известного мецената и специалиста по оживлению депрессивных районов. Он занимался ремонтом и реставрацией зданий, а заодно и созданием арт-пространства в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами. Прогулявшись по тесному сообществу художников, он решил, что всех этих выставочных залов ему мало, что Майами нужна огромная галерея граффити и стрит-арта под открытым небом. Для этого Голдман выкупил целый квартал. 26 складских зданий без окон, идеально подходящих для настенных картин. Он пригласил сюда более 50 мастеров стрит-арта из 16 стран, и они разрисовали более 7000 квадратных метров стен. Далее процесс уже перешел в автоматический режим и стал набирать обороты в геометрической прогрессии. Именитые райтеры и художники всего мира продолжили такое оригинальное начинание.
И всего через 3 года арт-район Винвуд превратился в один цельный арт-объект. Все получилось как надо, потому что проект стал новой достопримечательностью Майами, известность которого разлетелась на весь мир. Занимая более 20 гектаров, сегодня арт-район Wynwood Walls является одной из самых крупных арт-инсталляций мира с огромным потенциалом строительства, жилых районов и инфраструктуры города. Стоимость жилья тут растет неуклонно с каждым годом, а все доступные участки уже скуплены под постройки баров, ресторанов, ночных клубов и прочих удовольствий. Ведь уже сейчас этот район считается самым крутым для тусовок и вечеринок в Майами. Хотя еще в 90-е годы район представлял из себя один из самых неблагоприятных и дешевых для проживания кварталов города. Арт-район Винвуд является местом расположения большого количества магазинов и бутиков, предлагающих покупателям абсолютно разные, но всегда нестандартные товары, от брендовых сумок до оригинальных ювелирных украшений. В торговых пространствах и шоурумах можно приобрести редкие предметы одежды, винтаж и все то, что не продается в обычных магазинах. В известном бутике под названием Wynwood Walls Shop можно приобрести разные подарки, принты или книги по искусству. Также туристы могут купить различные буклеты, проспекты и путеводители об этом знаменитом районе. Кроме того, по соседству расположен другой модный и популярный район города – Miami Design District. Здесь располагается знаменитый Wynwood Kitchen Bar – ресторан латинской и азиатской кухни. Его интерьер и обстановка выполнены в том же удивительном духе свободного искусства. Стены заведения украшают шикарные абстракции Кристиана Ава, футуристические работы Сантьяго Рубино и других известных молодых художников. Арт-район Wynwood Walls – это место, в котором царит атмосфера настоящего бунтарного творчества. Город Майами сегодня невозможно представить без этого уникального района. Тони Голдман уже умер, но дело его живет. Квартал Wynwood Walls превратился в мекку для любителей граффити. Каждый год сюда приезжают молодые художники и дополняют арт-пространство свежими работами. Для всех места уже не хватает. Поэтому возник сайт-проект под названием Outside the Walls. Художники продолжают приезжать в Майами со всего мира, чтобы оставить свои работы на стенах уже соседних кварталов. Такой интересный район получился у тех, кто его создавал и воплощал настоящую мечту для творческой мысли. Район все еще развивается, и на данном этапе это можно считать только началом. На сегодняшний день этот район является одним из самых дорогих и престижных во всем городе. Друзья, а на сегодня у нас все. Лайк в поддержку и подписка на канал обязательно. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте с полезным функционалом для всех. Пишите, знали ли вы об этом районе, и оцените этот выпуск от 1 до 5. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока!